Рассмотрим создание простого шаблона для вписывания лица. Мы заранее подготовили PSD-документ с изображением головы индейца с отверстием под пользовательскую фотографию. Создадим проект в конструкторе шаблонов. В блоке «Тип шаблона» выберем лицо. Выберем PSD-документ с головой индейца в списке открытых Photoshop файлов. Укажем, что в этом документе хранится информация по всем ориентациям, и сохраним проект. Добавим область вписывания лица. В меню «Вставка» выберем область лица. Как мы видим, в PSD-документ добавился смарт-объект «Область вписывания лица». Он определяет расположение основных точек лица в будущем шаблоне. Откроем смарт-объект двойным щелчком по иконке. Внутри данного смарт-объекта находится еще один смарт-объект. Он используется в технических целях. Именно он отвечает за расположение лица в итоговом шаблоне. Также имеется слой «Цвет коррекции». Он отвечает за коррекцию цвета лица с пользовательской фотографии. О его применении можно узнать из другого нашего урока. Пока же просто проигнорируем его. Вы также можете добавить примерочные фотографии, чтобы осуществить позиционирование на реальном лице. О том, как это сделать, мы рассказывали в предыдущих уроках. Помните, что если вы вносите изменения в смарт-объект, то необходимо сохранить изменения перед закрытием, чтобы они были видны в основном документе. Перенесем слой со смарт-объектом под группу с головой индейца, чтобы границы области вписывания не перекрывали шаблон. Также это необходимо для того, чтобы соблюсти правильную структуру документа для конструктора шаблонов. Теперь изменим размеры и положение смарт-объекта так, чтобы лицо визуально вписывалось в шаблон. Крайне важно помнить, что во время изменения размера смарт-объекта обязательно нужно сохранять его исходные пропорции. В противном случае вы рискуете испортить ваш шаблон. Подтверждаем изменения и снова переходим в конструктор шаблонов. В конструкторе шаблонов нажимаем на кнопку «Перечитать PSD». Так как у этого шаблона не были указаны ориентации, все слои находятся во вкладке «Универсал». Выберем область вписывания лица и откроем список фильтров. В списке находится фильтр вписывания лица. Наличие этого элемента подтверждает, что данное расположение лица выгружено успешно. Теперь выбираем тестовые фото и обрабатываем их. Фотографии успешно обработаны, и все получилось. Далее необходимо обработать шаблон на большом количестве тестовых фотографий и при необходимости внести изменения. Архив с файлом для данного урока, а также ссылки на всю необходимую справочную информацию вы сможете найти на сайте конструктора шаблонов под этим видео.